Китай реализовывает хитрый план. В Литве будут призывать в армию сразу после школы, а Лукашенко хочет сидеть на троне до своих 75. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия использовала тактику голода во время осады Мариуполя. Новые данные отправлены в Международный уголовный суд. Мы увидели, что российское наступление состояло из 4 этапов. Путин и Лукашенко уже ведут войну против Запада. Как этому противостоять? Анализируем с депутатом Европарламента. Между нами есть необъявленная война со стороны Лукашенко и Путина. Праздник кукол отменен. В России запретили сплав на резиновых женщинах. Почему канула в лету многолетняя русская традиция? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаем. Китай хочет, чтобы война в Украине завершилась согласно китайскому мирному плану, а не формуле Зеленского, которую будут обсуждать на саммите мира уже в эти выходные. О том, что задумал товарищ Си, пишет Рейтер. Сейчас Пекин пытается перетянуть на себя одеяло, то есть делает все, чтобы пристальное внимание ключевых стран было направлено на ту формулу, которую представил КНР вместе с Бразилией. Напомню, эти страны требуют от всех сторон придерживаться 3 принципов деэскалации конфликта. Не расширять поле боя, не усиливать боевые действия и избегать провокаций. Кроме того, требуют не допустить использования ядерного, химического и биологического оружия. И один из главных запросов – это участие в обсуждении этого плана 2 сторон одновременно, то есть как Украины, так и РФ. Напомню, что в Швейцарию россиян не приглашали, но в следующий раз они уже должны быть. Швейцарская мирная конференция станет первой в серии саммитов по Украине. В настоящее время ведется обсуждение, какая страна примет следующее мероприятие для выработки плана урегулирования. Во время 85-дневной осады Мариуполя Россия преднамеренно использовала тактику голода. Лидеры РФ намеревались убить и причинить вред как можно большему количеству жителей этого города. Об этом идет речь в документах и досье группы юристов, которые уже передали собранные доказательства в Международный уголовный суд в Гааге. О результате работы организации пишет The Guardian. В отчете упоминается, что при захвате Мариуполя погибло порядка 22 тысяч жителей города. Во время осады люди остались без воды, газа и электричества, в то время как на улице температура воздуха была ниже 10 градусов мороза. Мы увидели, что российское наступление состояло из 4 этапов, начиная с атак на гражданскую инфраструктуру, прекращения подачи электроэнергии, отопления и воды. Затем гуманитарные эвакуации были запрещены и даже атакованы, в то время как помощь не была доставлена. На 3-м этапе были нанесены удары по оставшейся жизненно важной инфраструктуре. Гражданское население подверглось террору, а пункты водоснабжения подверглись бомбардировке. Наконец, на 4-м этапе Россия начала стратегические атаки с целью уничтожения или захвата любых оставшихся объектов инфраструктуры. В Литве одобрили пакет законов о реформе призыва на военную службу, и теперь юноши обязаны проходить военную службу сразу после школы. О том, что они будут призваны и им надо отслужить, парни будут узнавать во время прохождения медосмотра в свои 17 лет. Известно, что после получения повестки подростки должны будут опять же отслужить, а уже после поступать в вузы. Новая система полностью заработает через 2 года. В Вильнюсе говорили, что для внедрения всеобщего призыва необходима инфраструктура, полигоны и инструкторы. О том, какое значение Литва сейчас уделяет своей обороноспособности, мы спросили у депутата Европарламента от Литвы Петроса Ауштрявичуса. В наших обществах есть очень четкое настроение на увеличение обороноспособности. Вот в Литве мы, в принципе, уже решились по вопросу, что на оборону надо тратить уже 3%. Мы ищем финансовые решения, финансовые ресурсы в поисках к этим 3%. Общий призыв, да, но это связано, наверное, с тем, что необходимо иметь базу. Принимать призывников, устраивать. Это же наша армия не российская. Это не армия рабов.
Это армия граждан, которые должны иметь всю инфраструктуру, возможность тренироваться, получить все навыки военного искусства и так далее. Поэтому мы это будем делать, я бы сказал бы так, постепенно наращивать призыв. Но мы идем к этому, потому что те режимы, которые существуют на Востоке, они настроены кардинально против демократии на Западе. Российские шпионы терроризируют и атакуют страны НАТО, а потому Альянс готовит ответ. Генсек НАТО Столтенберг намекает, что сейчас Кремль и его агенты нацелены на морскую и киберинфраструктуру Европы. Мы видели несколько примеров саботажа, попыток поджогов, кибератак и дезинформации. И мы также будем работать над вариантами реагирования НАТО, которые, как я ожидаю, будут включать повышение осведомленности, обмен информацией, разведданными, усиление защиты критически важной инфраструктуры, включая подводную инфраструктуру и киберпространство, а также ужесточение мер безопасности и ограничения в отношении сотрудников российской разведки по всему Североатлантическому Союзу. Лукашенко, который боится расстаться со своим троном и сидит в нем уже 30 лет, заявляет о том, что хочет новых четких и красивых выборов в Беларуси. Также самопровозглашенный лицемерно говорит, что надо не обидеть людей во время этих выборов. Напомню, что согласно данным правозащитных организаций, после последних выборов президента Беларуси в 2020 году в республике зарегистрировано несколько десятков тысяч уголовных дел против тех, кто не согласен с действиями Лукашенко. Еще большему количеству людей пришлось покинуть страну из-за преследований. Диктатор называет этих вынужденных мигрантов беглыми. Ну и мы четко уже вошли в электоральный период. Председатель ЦИК день тому назад доложил о ситуации, как будем проводить выборы и прочее. Не надо ждать чего-то нового. Вы были все участниками этих выборов. Мы, как я сказал, не должны обидеть людей. Все должно быть четко, красиво, в интересах нашего государства. С 13 июня на польско-белорусской границе появилась специальная запретная буферная зона. По сообщениям польского МВД, эта зона 60 километров в длину, при этом в нее не попадают никакие населенные пункты. На протяжении 90 дней будет действовать запрет на пребывание в этой зоне. В Варшаве заявили, что такое ограничение необходимо для безопасности населения Польши и для безопасности сотрудников полиции, пограничников и военных, которые отвечают за порядок непосредственно вблизи границы с Беларусью. О том, какие цели ставит перед собой режим Лукашенко и Путина, устраивая миграционный кризис, об этом мы также спросили евродепутата от Литвы. И Кремль, и Минск, в принципе, они настроены на продолжение наращивания, нагнетания такой напряженности и кризиса с помощью посылания мигрантов с третьих стран. Они это делают, зная, что, во-первых, и Литва, и Польша, и в том числе и Латвия, они настроены, так я бы сказал, критически по поводу таких называемых мигрантов. Второе, это вызывает напряжение в обществах. А третье, это, знаете, некоторые радикальные силы, те, которые, я бы сказал, следят за миграционными процессами, они всегда используют такую ситуацию, как критику правительствам, которые не пускают таким гибридным мигрантам попасть в страны. Еще я думаю, что есть и такое, знаете, реванш, чувство реванша. Лукашенко знает, что мы поддерживали и будем поддерживать демократическую оппозицию. И сказать свое слово Лукашенко может только такими действиями против нас. Поэтому я не думаю, что это будет какое-нибудь перемирие между нами. Нет, между нами есть необъявленная война со стороны Лукашенко и Путина. Поэтому мы должны быть настроены очень серьезно.
В России отказались от старой русской традиции, от заплыва на надувных секс-куклах. Такое мероприятие проводилось на протяжении 20 лет в Ленинградской области, а теперь вдруг якобы вызвало негативный общественный резонанс. Отныне берега в поселке Лосево Приозерского района, где и проводился Bubble Baba Challenge, не увидят привычных уже резиновых женщин и радостных участников соревнований. Где же найдут себе применение эти ненастоящие женщины и их владельцы в августе этого года, пока неизвестно, но любители такого сплава, вероятно, могут помочь родине. Например, глава Республики Коми попросил жителей региона отдать армии РФ рыболовные сети. Власти же Ленобласти могли бы призвать любителей Баба-челленджа отправить на фронт уже ненужные плавсредства. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.